Друзья, всем огромнейший привет, с вами Лада, и сегодня в видео будем проводить эксперименты. Мне очень много раз задают вопросы, как же покрасить трубочки в белый цвет так, чтобы закрасить газетный принт. Честно говоря, я ни разу еще такого не делала, и вот сегодня в видео будем проводить эксперименты на тему того, как же все-таки можно закрасить вот этот газетный принт, какую краску лучше всего для этого использовать. У меня, кстати, 3 вида краски. И какие растворы подготовить для этой цели. Так что, если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. Из материалов для этого эксперимента я подготовила уже газетные трубочки вот с таким ярким газетным принтом, грунтовку. Грунтовка будет добавляться в некоторые растворы. 3 вида красок. Первая — это эмаль акриловая для радиаторов, белая. Вторая краска влагостойкая для стен и потолков, ее еще в народе называли водоэмульсионной. И вот такая художественная акриловая краска. Далее лак, он тоже будет добавляться в растворы, вода за кадром. И вот такие вот стаканчики, где будут разводиться растворы. Перед началом самого эксперимента хочу проверить все 3 краски на укрывистость, то есть способны ли они перекрывать цвет поверхности, на которую наносятся. И я подготовила вот такой вот лист газеты, можно сказать, где подписала название красок. Сейчас мы их будем проверять, насколько ли они хорошо укрывисты у нас. Для этого я взяла кисточку и сейчас сделаю вот такую вот вещь. То есть я немножко наношу на кисточку краски. Вот я взяла эмаль белую, и давайте посмотрим, как она перекрывает цвет поверхности. В 1 слой, в 2 слоя. В принципе, хорошо она это делает. Давайте проверим все остальные краски. Далее у нас идет вот такая краска для стен и потолков. Кстати, ее нужно очень хорошо размешать, потому что на дне прям концентрация этой краски очень такая большая. Давайте проверим, насколько она укрывиста. Ну, конечно, если сравнивать ее с эмалью, то укрывистость ее достаточно низкая. То есть газетный принт все-таки немного просвечивает. Но, может быть, в процессе эксперимента вместе с грунтовкой она себя поведет немного по-другому. А сейчас мы проверим белую акриловую художественную краску. Она очень хорошо укрывает цвет поверхности, очень хорошо с этим справляется. Посмотрите, да? Получается, что из всех 3 красок для этой цели, мне кажется, подходит эмаль и акриловая белая краска. Вот эта краска, конечно, немного не доходит до наших целей. То есть она вроде бы и перекрывает этот принт, но не очень хорошо это делает. Подготовим растворы. У меня 2 раствора идут с добавлением грунтовки и краски, и 2 раствора у меня идут с добавлением воды. Будем смотреть, какой состав лучше будет для этих целей подходить. Все пропорции обязательно напишу в описании под видео, так что заглядывайте туда. Ну и давайте добавлять краску. Здесь в первом номере у меня идет белая акриловая краска, плюс вода, плюс лак. Воду, лак я уже заранее добавила. И белой акриловой краски я на самом деле добавляю на это количество довольно-таки много. 1 столовую ложку и 2. То есть тут 100 мл воды у нас. И вот таким вот образом все замешиваю. Так, этот раствор у нас готов. Теперь мы приступаем ко второму. Это у нас белая краска строительная плюс грунтовка и лак. Грунтовка, лак у меня уже имеются в стаканчике. И беру, получается, 2 столовые ложки вот этой краски. Добавляю. Кстати, как мы уже убедились, эта краска у нас обладает очень низкой укрывистостью по сравнению с другими, поэтому я добавляю сюда чуть больше ее. Это 3,5 столовых ложки. Ну, тоже не стоит, конечно, перебарщивать. Я думаю, что вот этого количества хватит. Так, далее у нас с вами идет 3-й раствор. Это эмаль белая, грунтовка и лак. Эмали белой я положу, пожалуй, 2 столовые ложки. У нее очень хорошая укрывистость. И она, смотрите, такая густая, как белая акриловая краска. Я думаю, что такое количество на 100 мл грунтовки хватит. Все это размешиваем. Если ложка не получается, то можно кисточкой размешать. Кисточка отмывается
хорошо от этой краски. В эти два раствора, во второй и в третий, я добавила именно грунтовку без воды. Хочется посмотреть, что будет. Вообще грунтовка добавляется в красящие растворы для того, чтобы покрытие цветом было равномерное. Поэтому посмотрим, что у нас получится. Итак, переходим теперь к четвертому нашему раствору. Здесь у нас эмаль, вода и лак. И мы столько же добавляем сюда эмали, то есть 2 столовые ложки. Такая очень густая краска. И все перемешиваем очень хорошо. А здесь я грунтовки не добавляла, здесь у меня только вода. Поэтому посмотрим, как у нас будут окрашиваться трубочки в растворе с водой. Ну вот наши растворы подготовлены для того, чтобы уже мы с вами начали окрашивать трубочки. И перед самым моментом X я хочу сказать следующее, что, конечно, легче всего и лучше покрасить уже плетеное изделие. Например, если вы его сплели из таких вот пестрых газетных трубочек, то покрасить само изделие уже сплетенное гораздо легче. То есть вы используете либо эмаль белую, либо белую акриловую краску с добавлением воды и ПВА. А вот тогда укрывистость возрастает, и в принципе газетный принт на самой плетенке он хорошо перекрывается. Ну а что касается трубочек, конечно, давайте сейчас проведем эксперимент. Итак, у нас с вами первый раствор готов. Мы, кстати, перед началом немного его размешаем, потому что все-таки краска немного оседает на дно. И берем вот такое количество трубочек. Я тут для эксперимента совсем немного взяла. И знаете что? Я подготовила кисточку, но, скорее всего, я кисточкой не буду красить. Я их буду, эти трубочки, купать в этом растворе. Посмотрю, как получится. То есть я этим раствором вот сюда вот поливаю трубочки. Покупаю их немного. Совсем чуть-чуть. И вынимаю. Ну, даже сейчас вы видите, что принт не перекрылся, он виден. Но давайте посмотрим, что будет, когда трубочки у нас высохнут. Итак, эта порция трубочек у нас покрашена, мы оставляем ее сушиться. Теперь у нас с вами второй раствор на очереди. Это белая краска строительная и грунтовка. Посмотрим, что будет у нас в этом случае. Размешаем немного. Также вот сейчас вылью раствор, покупаю немного трубочки в нем. Посмотрим, может быть, они при высыхании будут более белые, краска схватится. Не будем торопиться с выводами. Кстати, отмечу, что вот тут вот у нас в растворе была добавлена грунтовка. И краска, кстати, ложится очень даже равномерно и не слишком впитывается в сами трубочки. В принципе, грунтовка строительная, она такие цели и преследует. Так, отправляем сушиться эти трубочки. Теперь у нас на очереди третий раствор. Это у нас уже эмаль белая. Кстати, этот раствор очень густой такой получается. Здесь добавлена вместо воды грунтовка. Посмотрим, что будет в этом случае. Поливаем трубочки наши. И покупаем немного. И последний раствор, четвертый. У нас эмаль белая, вода и лак. Давайте посмотрим, как поведет он себя с трубочками. Также его нужно размешать. Вообще эмаль белая очень хорошо закрашивает газетный принт именно на самой плетеночке уже, на самом готовом изделии. Но вот с трубочками, конечно, у нас сложная задача предстоит. Покупали немного, оставляем сушиться эти трубочки. Пока у нас трубочки сохнут, я хочу провести небольшой эксперимент с уже готовой плетеночкой. Она у меня сплетена из газетных трубочек, и я еще ее ничем не закрашивала. Видите, газетный принт очень хорошо виден. И сейчас я испробую две краски. Это белую акриловую художественную и эмаль.
для того, чтобы посмотреть, какая краска лучше всего закрасит этот самый газетный принт уже на готовом изделии. Помните, где мы с вами выявляли укрывистость той или иной краски, я сказала, что больше всего подходит для этих целей акриловая краска и эмаль белая. То есть вот эта краска строительная, которая для потолков и стен, она со своей задачей очень плохо справляется. И поэтому видно, что две краски можно взять, посмотреть. Они такие более-менее плотненькие, очень хорошие. Я их сейчас не буду смешивать с ПВА, я просто нанесу чистую краску прямо на место в плетеном изделии. Итак, начну я с белой акриловой краски художественной. Ну и посмотрим, как она закрашивает этот принт уже на готовом плетеном изделии. Краски, конечно, нужно очень много, и если смотреть по экономности, это не экономно выходит, потому что белая акриловая краска, она дороговата для таких целей, чтобы, например, всю плетеночку покрасить такого небольшого размера, придется взять целый тюбик этой белой акриловой, а он стоит, кстати, 120 рублей. Ну, давайте сейчас посмотрим, как она закрашивает эту самую плетенку. Главное ее брать не очень большое количество, чтобы вот сама плетеная основа, вот этот рельеф у нас с вами не слишком сильно загружался, то есть видно было, что эта корзина все-таки плетеная. То есть чтобы вот эта краска не сильно заполняла вот эти выемки. Ну вот я уже нанесла ее, видите, она очень хорошо закрашивает. Практически не видно. Можно, конечно, вторым слоем это все сделать, но еще если добавить ПВА, то будет очень хороший результат. Ну и даже без ПВА видите, что результат действительно хорош. Теперь мы с вами возьмем краску эмаль для радиаторов. Это тоже плотная, довольно-таки укрывистая краска. Хорошей укрывистости. И давайте нанесем вот с этой стороны. Такая, да, достаточно плотненькая. Посмотрим, как она будет. Я, если честно, вот сейчас стала красить и поняла, что очень хорошо она принт закрашивает. Мне кажется, даже лучше, чем вот эта белая художественная. Стоит такая упаковочка, если я не ошибаюсь, покупала я около 200 рублей, где-то 180 вроде бы. Ну, если я ошиблась, то обязательно цену здесь где-то укажу, сколько она стоит на самом деле. Но мне она понравилась, очень хорошо закрашивает. Сами газетные надписи на плетеночке, но уже готовый. Но если, конечно, ее использовать для покраски газетных трубочек в чистом виде, вот эту краску, то трубочки у нас будут очень жесткие, ими неудобно будет плести. Поэтому мы с вами ее и разводили с грунтовкой или с водой, смотрели, в каких случаях будет это все дело идти. Ну вот смотрите, у нас немного подсохла белая акриловая, да, немножечко принт просвечивает, но можно вторым слоем наложить. Я уже так делала, и второй слой спасает ситуацию. А здесь у нас тоже, в принципе, просвечивает немного, но второй слой тоже спасет ситуацию, так что здесь я даже не беспокоюсь. Друзья, трубочки у нас высохли, и я показываю сейчас окончательный результат нашего эксперимента. С сожалением признаюсь, что эксперимент у нас провалился. Трубочки как были пестрые, так и остались пестрые, принт абсолютно не закрасился, и никакой раствор из этих четырех не достиг своей цели. Самый худший, на мой взгляд, показал результат третий раствор, где у нас эмаль белая смешивалась с грунтовкой. Трубочки вообще приобрели какой-то бежевый оттенок, что самое странное, конечно. Трубочки под номером 4, где эмаль мы смешивали с водой, они оказались самые мягкие. То есть, ну, такие более-менее податливые к плетению. Самые жесткие оказались трубочки под номером 2, то есть они даже ломаются при сгибании. А номер 2 у нас смешивалась белая строительная краска с грунтовкой. Ну и номер 1, такие трубочки, что-то такое среднее, это где у нас была белая акриловая краска с водой.
После этого эксперимента я сделала такие выводы, что проще всего закрасить готовое плетеное изделие, и лучше всего для этой цели подойдет вот такая эмаль акриловая для радиаторов. Все-таки она обладает большей укрывистостью, и в один слой смотрите, какой результат добивается. В принципе, даже сама фактура плетения не слишком заполняется краской, остается. Если еще вторым слоем это все покрасить, то, мне кажется, результат будет очень хороший. Трубочки покрасить так, чтобы был закрашен газетный принт, пока мне не удалось, как вы видите, это сделать, но будем еще экспериментировать, будем еще смешивать какие-то растворы, будем пробовать что-то такое другое уже в следующих видео. Спасибо за внимание, спасибо за просмотр. Может быть, это видео оказалось в какой-либо его части полезным для вас. Желаю всем вдохновения, легкого плетения. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока. И да, может быть, у вас возникли какие-то другие интересные варианты, чем можно закрасить газетный принт для трубочек. Может быть, другую краску какую-то взять или поэкспериментировать с составами растворов. Обязательно пишите свои варианты, предложения в комментариях. Мне будет интересно почитать. Ну и будем экспериментировать, пробовать.